Что появилось раньше, курица или яйцо? Одни ли мы в этой огромной вселенной? Эти и многие другие вопросы являются крайне банальными по сравнению с одним извечным вопросом, который мучает любителей животных уже долгое время. Кто лучше в качестве домашнего питомца, кошки или собаки? По-моему, этот спор стар как и сам мир, но это не умаляет его актуальности и сегодня. Ведь как у одной, так и у другой стороны находится куча аргументов в свою пользу. И тут встает вопрос, как быть потенциальному владельцу, который стоит на распутье, выбирая между кошкой и собакой? И тут же я сразу отвечу, очень просто. Нужно только капельку терпения и досмотреть этот ролик до конца. Ведь все сказанное в видео должно не только помочь в выборе, но и также избавить вас от лишних и ненужных раздумий. Разговор о том, кто лучше, кошка или собака, я решил начать именно с плюсов и минусов собак, так как в дальнейшем будут некоторые сравнения, которые будет удобно воспринимать именно в той последовательности, в которой я их выставил. В общем, все узнаете и все поймете. Начнем, как ни странно, с плюсов, и первый из них – верность перед хозяином. Достаточно вспомнить историю преданных Фиду или Хатика. Наладив со щенком доброжелательные отношения, хозяину можно быть уверенным, что до самого конца животное будет настоящим верным другом. Трудно, наверное, отыскать другое существо, которое столь беззаветно и искренне привязывается к человеку. Второе. Даже самая крошечная собачка способна отогнать от жилища врагов, подняв звонкий лай. Что уж говорить о крупном псе, как-никак он способен не только отогнать преступника, но и заставить сменить дислокацию. Ведь кто в здравом уме полезет через забор во двор, где лает огромный пес, или же начнет взламывать дверь в подъезде? Третье. Выгул собаки – отличная зарядка для хозяина. Да, это трата времени, и к этому мы еще вернемся. Необходимость вставать и идти на улицу и в зной, и в холод. Однако же ежедневные прогулки на свежем воздухе идут на пользу владельцу, а точнее его сердцу и сосудам, органам дыхания и мозгу. Четвертое. Собаки не только сторожа, но и охранники. С ними не так страшно, скажем, выйти поздно вечером за хлебом или заняться оздоровительной пробежкой. С кошкой, к сожалению, такого себе не позволишь. Пятое. Хорошо выдрессированные собаки являются неплохими няньками для детей. Они с удовольствием поиграют с малышами, не проявляя агрессии, но нужно понимать, что все это работает только при правильном воспитании животного. Шестое. Собаки – настоящие трудяги. Они могут быть спасателями, пастухами, охотниками, точнее помощниками охотников, поводырями и даже геологами. Кроме того, собаки неплохие врачи, они помогают бороться с депрессией и одиночеством, положительно влияют на состояние людей с синдромом Дауна и аутизмом. Седьмое. Собака может сопровождать своего хозяина в путешествии, пеших или автотранспортных прогулках по городу. Скажем, песика можно вывести на природу, а вот с кошкой возникнут проблемы. Хоть собака и обладает массой весомых достоинств, но все же они также не лишены недостатков, и вот некоторые из них. Первый и, пожалуй, важный минус – это уход за собакой, чего стоит хотя бы ежедневное мытье лап после прогулки и необходимость регулярных купаний. А если у питомца еще и длинная шерсть, то стоит упомянуть и про частые вычесывания. При этом далеко не все собаки, к сожалению, отличаются чистоплотностью, а потому владельцу, возможно, придется ежедневно протирать глаза своему любимцу и шерстку на мордочке после еды. Второй. Некоторых собак буквально нельзя спускать с поводка, так как они могут убежать. Кроме того, азартный питомец может погнаться за соседской кошкой и угодить под колеса машины. Третье. Невоспитанная собака – настоящее живое оружие. Достаточно вспомнить те истории, когда животные попросту калечили своих владельцев, хотя никто не ожидал от них агрессии. Четвертый минус. Собаке следует уделять намного больше времени в сравнении с кошкой. С собакой необходимо часто гулять как минимум 2 раза в день, причем вне зависимости, какая на улице погода, будь там ливень или сияет солнышко. А если вы прохворали, а выгуливать вашего питомца некому, то это превращается уже в проблему. Пятый. Многие собак небольших пород вне зависимости от дрессуры обладают достаточно вздорным характером и не терпят, когда у владельца есть еще любимчики, кроме них самих. Например, дети или другие питомцы. Во-первых, будут раздоры, а во-вторых, возможно, в ход пойдет не только лай. Шестой. От собаки больше суеты. В отличие от кошки, эти животные более активные и непоседливые. Они вряд ли смогут безвылазно находиться в одной комнате, скорее всего, весь дом будет в их распоряжении. А если у вас еще и маленькая жилплощадь, то это вряд ли скажется хорошо на вашем питомце.
Седьмой. От собаки много беспорядка, если она живет в квартире. Хозяин должен быть готов, что питомец позарится на обувь, пульт от телевизора, шторы, ковер и прочие вещи от безделья, а это в конечном итоге влетит вам в копеечку. Восьмой. Собаки обходятся в содержании дороже, чем кошки, и это, согласитесь, немаловажный фактор. Количество корма, которое кошка съедает в день, гораздо меньше, чем то количество пищи, которое нужно даже самой маленькой собачке. Чтобы полностью закрыть вопрос о цене содержания собак и кошек, давайте зайдем на e-каталог и сравним цены на корм как для кошек, так и для собак. Выберем, пожалуй, производителя Акана и сравним соотношением цены к объему с кошачьим кормом той же самой фирмы. Получается, цена плюс-минус одинаковая, даже с вычетом 600 грамм для собачьего корма. А теперь смело увеличивайте объем корма в 2-3 раза, потому что именно столько понадобится, чтобы прокормить среднестатистического песика. А это, как нетрудно догадаться, обходится куда дороже, чем представитель кошачьих. Затраты на ветеринарного врача у владельцев собак также существенно выше. А все дело в том, что собаки гораздо больше подвержены опасности заболеть в силу того, что часто бывает на улице, в отличие от своих мурлыкающих собратьев, которые попадают наружу крайне редко, либо вообще никогда. И последний минус. Его в расчет можно в принципе не брать, но все же, кто сталкивался с подобной ситуацией, тот поймет. Собака может поставить своего хозяина в неловкое положение, сделав кучу в неположенном месте, к примеру в подъезде, или облаив, а то и укусив соседа. Разумеется, это касается не слишком воспитанных псов, но все же имеет место быть. Так, с плюсами и минусами закончили, теперь давайте подведем первый итог. Собака подойдет для людей, располагающих большим количеством свободного времени, для терпеливых и активных владельцев, обладающих в меру жестким характером. Хорошенько подумать над покупкой четвероногого любимца придется тем владельцам, которые желают приобрести бойцовую или охотничью собаку. Им жесткая дрессура нужна непременно. Теперь пришла пора поговорить о кошках. У этих животных, как и у собак, есть свои преимущества и слабые стороны. Для начала поговорим о достоинствах, и первый из них – компактность. Я не шучу, кошки действительно могут жить даже в самых маленьких домах и в квартирах. Коты чувствуют себя уютно, скрутившись калачиком в самых, казалось бы, неудобных местах. Это очень важно, если ваша жилплощадь небольших размеров, потому что собакам, в отличие от котов, нужно гораздо большее пространство для комфортной жизни. Второй и несомненно важный плюс – это то, что кошек не нужно выгуливать. Конечно, можно махнуть рукой и сказать, что я слишком все преувеличиваю, но я сам часто становлюсь свидетелем того, как хозяева по утрам выгуливают своих псов, и я прекрасно осознаю, как тяжело бывает встать рано утром или после работы вечером, когда уже не хочется никуда идти, а нужно выгулять любимца, и это в любую погоду. Кошки же не доставят вам таких хлопот. Третий плюс заключается в том, что кошки не нуждаются в постоянном внимании так, как нуждаются в этом собаки. Собаки крайне компанейские создания, которым нужно постоянное и активное внимание со стороны человека. Кошка же прекрасно гуляет сама по себе, и это отнюдь не пустые слова. Конечно же, с котиками нужно общаться, играть и ласкать их, но это им нужно гораздо в меньшем объеме, чем собакам. И это снова-таки немаловажный фактор, если вы занятой человек. Но стоит понимать, что речь идет не о неделях без внимания. В таком случае лучше оставить затею завести домашнего питомца, так как ничего хорошего из этого не выйдет. Четвертый. Кошки более чистоплотные и требуют меньше внимания со стороны гигиены, чем собаки. Собак нужно постоянно купать, а кошки банные процедуры обеспечивают себе самостоятельно. Конечно же, иногда нужно купать даже тех кошек, которые постоянно сидят дома, но нужно это делать куда реже, чем с собаками. Пятый плюс. Кошки – животные тихие. Да, они могут петь серенады во время половой охоты, но в остальное время они гораздо тише собак, которые не только лают, но еще и иногда воют. Шестой плюс. Кошку можно безбоязненно оставлять в квартире на пару часов и даже на сутки, при условии, что у животного есть доступ к воде и пище. Поев, питомец скорее всего свернется клубочком и задремлет. Это важно для занятых людей, которые проводят в стенах квартиры не так уж много времени. Собаку, к сожалению, надолго одну не оставишь. Седьмой и, наконец-то, финальный плюс кошек – это их продолжительность жизни. В среднем домашняя киска при хорошем уходе может дотянуть и до 15-18 лет, и это не предел. А вот среди собак долгожителями считаются только собаки-малыши, вроде чихуахуа.
Что ж, достоинств у кошек немало, но есть у этих животных и минусы, которые стоит тоже обязательно учесть. Первый минус. Кошки очень своенравные. В отличие от собак, они могут ни во что не ставить своего хозяина. Характер у этого животного весьма независимый, поэтому придется мириться с тем, что ваш питомец не отзывается на кличку, не спит в выделенном для него месте и не подстраивается под хозяев. Второй минус содержит в себе практическую невозможность дрессировки. Считается, что кошек сложно выдрессировать. Сначала вам придется приучить котенка к туалету, затем научить точить когти в специальном месте, к примеру, когтеточки. Также придется иметь дело с тем, что коты не кастрированные имеют привычку метить территорию, а в период кошачьей весны вам придется искать способы, как справляться с кошачьими воплями. Третий и немаловажный минус – это ночной образ жизни. Часто кошки, как заложено в них природой, спят днем, зато ночью у них начинается период активности. Они могут ловить невидимых мышей, прыгать по диванам и шкафам, будить хозяев. При этом, проснувшись и выгнав кота, к примеру, на кухню, ситуация особо может и не поменяться. Кот начнет либо орать как не в себя за то, что его выгнали с его территории, либо же продолжит погром уже там, куда вы его выперли. И тут также нужно понимать, что подобными действиями вы расстраиваете котика. Четвертый минус. Кошки привыкают к дому и не любят путешествовать. Поэтому возить за собой кошку, переезжая с места на место, это значит причинять стресс животному и доставлять неудобства себе. Пятый минус. Кошки дерут обои и мебель. Некоторые владельцы кошек жалуются, что те наносят ощутимую порчу имуществу. Грызут цветы и переворачивают горшки, дерут обивку мебели, устраивают потягушечки на шторы, а также скидывают с полки различные предметы. Отмечу справедливости ради, что этим грешат далеко не все киски. Шестой минус. Кошки могут поцарапать и укусить. У кошек тоже может быть плохое настроение, они могут обидеться на что-либо и как результат повести себя недружелюбно. Но на самом деле у воспитанных домашних кошек это скорее исключение, чем правило. Избежать этого можно, например, более тщательно относясь к выбору породы будущего домашнего питомца. И последний минус, скорее исключение из правил, но все же, как и с собаками, стоит упомянуть. Кошки – существа злопамятные. Да, далеко не все, но все же такое случается нередко, а потому стоит также на это обратить внимание. Вывод. Кошка – идеальный питомец для спокойных интровертов, занятых, пожилых и, как ни странно, ленивых людей, как я. Итак, кого же лучше выбрать, кошку или собаку? Однозначного ответа нет и быть не может, оба этих животных имеют множество достоинств. Самое главное, что и кошка, и собака при правильном воспитании могут стать самыми настоящими друзьями для человека, любящими его вопреки всему. А если в планах взять под свое крыло и собаку, и кошку, то кого из них лучше взять первым? Идеальный вариант взять обоих животных в юном возрасте, чтобы воспитать их вместе. Если же такой вариант неприемлем, то имеет смысл, пожалуй, сначала купить собаку, выдрессировать ее, а уж потом приобрести и кошку, уделив их знакомству особое внимание. Дело в том, что собаки легче свыкаются с новыми питомцами, нежели кошки, которые долго-долго могут таить обиду на хозяина, да так и не простить ему появление ненавистного лающего щенка. На этом у меня все. Любите своих маленьких пушистых бубочек и ни в коем случае не обижайте животных. Всем пока.